Привет, любители и профессионалы. Ну что, давайте подытожим сегодняшний ролик. Вот такая полезная самоделка, на мой взгляд, получилась у меня из обыкновенного куска уголка. Что ее положительно отличает от сотен таких же на ютубе, так это наличие регулируемого упора. Поэтому теперь даже в процессе работы вы можете легко изменить высоту волны. Раньше я, конечно, тоже пользовался подобного рода кондукторами, правда на них для изменения шага приходилось постоянно переваривать упор. Здесь же это можно сделать буквально за считанные секунды, поэтому появляется большое разнообразие в рисунках. То есть вы легко можете сделать как обыкновенную наборную сетку, так и, допустим, сетку с несимметричным рисунком ячеек. Но если очень постараетесь или вы любите экспериментировать, то, перемещая этот самый упор, можете добиться довольно оригинальных и неповторимых рисунков. А если учесть еще и изменяемый угол самого загиба, то, как говорится, полет фантазии здесь не ограничен. Но, на мой взгляд, ребята, это не самое главное в этой самоделке. Важное здесь то, что благодаря этому простому решению вы всегда сможете попадать в размер. И как пример, вот небольшой столик будущего мангала. И как видите, его стандартная ширина в 32 сантиметра легко поделилась, то есть стала кратным 8 изготовленным змейкам. То есть я просто замерил, поделил, выставил размер и приварил. И никаких подгонок, подрезаний, лишних телодвижений и использованного материала. Уж поверьте мне, ребята, потому что я всегда сам пользуюсь теми приспособлениями, а тем более самодельными, которые показываю в своих роликах. Поэтому, ребята, кому понравилась моя версия самоделки, ставим лайки и дизлайки, обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Ну а дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь, всем удачи, здоровья, прорвемся!